Всем привет! Сегодня я покажу, как подготовить мотокультиватор Тарпан к работе после его покупки, как обкатывать, чем заправлять, как обслуживать. В общем, все, что с ним необходимо делать. Итак, поехали. Первое, что при покупке необходимо сделать, это перекрутить фрезы. Сейчас они установлены правильно. С завода в упаковке они идут все вогнуты вовнутрь, вот эта крайняя часть. Так же, как и вот эта сторона. Снимаем две отсюда и две отсюда. И меняем местами, чтобы получилось как в середине, в разные стороны. Далее необходимо настроить тросик газа, если это в магазине вам не сделали. Для этого откручиваем вот этот винт, ослабляем. Культиватор должен заводиться в таком положении газа, чтобы он был вот в начальном, так вот глушим вниз, а вот это будет режим холостого хода. То есть он немного подпружинен, но при этом должен работать и не глохнуть. Выбираем такое положение, подтягиваем тросик и затягиваем винтом. После того, как это все добились, необходимо перед регулировкой газа необходимо проверить уровень масла, так как с завода могут или не долить, или перелить. Уровень масла проверяется по верхнему отверстию, должно быть залито. Особенность культиватора при хранении и работе заключается в том, что здесь двигатель не совсем как обычно, здесь как на газонокосилках. И необходимо исключить наклоны вперед на свечку, в бока, вправо или влево. Сервисное положение можно отклонить назад. То есть сливного отверстия для масла здесь нет, оно сливается опрокидыванием культиватора назад. Ну, чтобы это было легче, откручиваем здесь две гайки на 17, и с другой стороны просто снимаем двигатель и перековыриваем в какую-то емкость, ловим масло. Масло необходимо менять после первых 5 часов работы, это обкатка. Вот. А также потом раз в сезон. Желательно делать на горячую. Завели, там пару минут он поработал, нагрелся, именно поработал, не на холостом ходу. И после этого можно менять масло. Либо специальным шприцом откачивать, либо просто переворачиванием назад. Вот обращаю внимание, что при работе в двигателе там расходятся колодки. Не надо плавно давать газ. Газ нажали, пошел. Потом отпустили. Плавно не нажимать. Будете нажимать плавно. Здесь расположены колодки, как в тормозном механизме. Если они будут плавно расходиться, они набьют зеркало, и он может пробуксовывать. Что нежелательно в работе, и как бы набьет зеркало и перестанет выполнять свои функции барабан сцепления. Также необходимо следить за воздушным фильтром, который необходимо осматривать периодически каждые несколько часов работы. В случае невозможности очистки заменить на новый. Бензин заливаем только 92-й, 95-й для садовой техники не подходит. В случае, если вы по незнанию наклонили вперед и у вас проблема с заведением двигателя, необходимо открутить свечу, прокачать двигатель. Оттуда будет выходить масло, так как при наклоне вперед масло попадает в цилиндр, если в бок в глушитель, если в другой бок в воздушный фильтр. Поэтому, еще раз повторюсь, необходимо соблюдать вертикальность двигателя при хранении, транспортировке и работе. Максимально допускается небольшое отклонение назад, либо переворачивание, когда двигатель не работает. Угол крена не более 15 градусов. В редукторе масло обычно залито на весь срок службы. Ну, кто столкнется с ремонтом когда-то вдруг, конечно, придется также масло поменять. Ну, если подшипник там полетит или еще что-то. Редуктор червячный достаточно надежный.
Вот. Сейчас установлены грунтозацепы. Культиватор проходил окучивание. По окучиванию есть отдельное видео. Либо в конце видео можете посмотреть, либо в описании будет ссылка. Обкатка заключается в работе культиватора, как ему положено работать. Либо это на фрезах, либо окучивание. Для него это проблем не составит. Главное, чтобы на холостом не трахтел. На холостом работа допускается не более 15-20 секунд. Потом лучше заглушить, если какие-то проблемы. Вот. По заведению проблем не возникает. Просто плавно тянете рычаг до того, как сопротивление, и потом резко дергаете. Глушим опусканием вниз. Вот. Здесь газ настроен правильно, так как я его уже настроил. С завода он глох сразу же. Если видео понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всего доброго.